Всем hello, вы на канале Мой Флакон, меня зовут Слава, и это видео будет баттл двух мускулинных брутальных аромата от марки Gucci Absolute Pour Homme и от марки By Kilian Dark Lord. Это два аромата для меня как два брата-близнеца практически. У них единый создатель, парфюмер Альберто Марилис. Это один из моих любимых парфюмеров, также считается. У них разница всего лишь в возрасте 1 год. Gucci Absolute был создан в 2017 году, Dark Lord в 2018. Их что объединяет? Нота кожи. У них нота кожи общая. Если даже так навскидку сказать, они супер похожие, но разница ощутима. И давайте вместе мы ее с вами почувствуем. Я сначала нанесу Gucci Absolute на блоттер. Я их разнашивал на коже, они супер стойкие. Это ароматы, которые просто вышибают впереди вас двери и оставляют большущий шлейф. Супер стойко, супер шлейфово, очень диффузно. На старте, чем эти ароматы могут не понравиться многим людям, они пахнут очень животно, очень мускусно. Какая здесь животина? Здесь такая... Вот если про Gucci Absolute сказать, здесь пахнет немного коровником, навозом. И это первые 5 минут так будет пахнуть. И я когда впервые познакомился с этим ароматом, он меня отпугнул вот этой навозной нотой. Но ему надо дать подождать. И сразу нанесу Dark Lord. Я их наношу, в общем, довольно-таки часто под настроение. Настроение тогда, когда хочется, не знаю, немного такое настроение стервозное, когда вот они круто к этому подойдут. Стервозное, немного озлобленное, и они такой, ваше настроение сразу как-то немного собирают такой в кулак, и вы с этим ароматом еще более становитесь как-то собранней, но в то же время вы такой более спокойный и такой уравновешенный. Они как-то уравновешивают человека. Вот и есть такое. Вот Dark Lord, если я сразу нанес, он больше пахнет такой промышленностью, именно каким-то черным таким смолистым запахом, как смола. Вот, и знаете, как раньше вот заливали и коптили во дворах вот эту смолу черную. Вот вначале вот этот запах есть, именно такой промышленности, какого-то завода такого автомобильно-строительного. Пахнет машинным маслом, мазутом. Это вот на старте так. Это тоже потом со временем трансформируется в более приятную, носибельную такую базу аромата. Давайте сравним сами флаконы. Первое. Сравниваем флаконы. Как выглядит? Мне и Gucci нравится, и Dark Lord как нравится от By Kilian. Круто. Они по размеру практически одинаковые. Крышки у них немного похожи даже. Только у Kilian такая более длинная, повыше. А здесь такая более плоская. По толщине тоже одинаково. Тоже практически одинаково. Сзади у Kilian особо ничего нету. Здесь выступает такая стеклянный логотип от By Kilian, такой логотипчик. На дне тоже практически одинаково. Сравниваем крышки. Если у Kilian крышка такая, она металлическая, буква К на крышке, немного такая тяжелая от того, что она такая металлизированная, и нормально так все закрывается. Еще бы хотел бы сказать по поводу
оригинала, потому что также Киллианы часто подделывают. Видите, у них такая ребристая здесь боковина и такой узорчик. И он здесь такой более такой сглаженный. Если у вас есть флакон у Киллиана, проверьте. Если очень сильно выступают вот эти узоры, у вас, скорее всего, подделка. То есть, если сильно это все выступает, ну и, конечно, по бач-коду. Это 100% оригинал, как бы, я уверен. Проверял по бач-коду. У Gucci Guilty крышка, она уже более пластмассовая, тоже очень все так уверенно сидит. Ничего не болтается. На крышке название Gucci. Она такая легкая. Как бы, я не могу сказать, что мне не нравится. Все у них все достойно. То есть внешний вид флаконов мне и там очень даже импонирует. Упаковка. Начну я с Gucci Guilty. Вот у них такая коробка. Обычная коробочка. Здесь просто выдвигается и сюда вставляется флакончик. Коробочку якобы оставил. Она много места особо не занимает, если даже в шкафу. У Киллиана коробка, здесь уже не коробка. Здесь уже такая лакшери шкатулка. Она пластмассовая, она такое. Здесь такой череп. Замок. К нему, к замку есть ключ. Здесь такая бархатная такая подложка. Здесь все очень приятно. И открывается это просто роскошество. И хочу сказать за коробку, за упаковку, презентацию аромата Киллиан уже первый балл получает. Первый плюсик. Дальше. Когда я покупал Gucci в магазине, мне подарили вот такую сумку. Но я сразу два аромата. Там еще Gucci ромашка, которая... То есть приятная такая сумка на замке. Она такая матерчатая. Следующее, чтобы по поводу звучания аромата. Если Gucci, он со временем становится такой более свежий, более травяной такой, много трав здесь чувствуется, такой свежачок. И у меня уже, если там было в начале старта, если в начале аромат раскрылся как коровник, то здесь уже я чувствую больше такая мастерская по ремонту обуви кожаной, сумки кожаные. Но в то же время это все так приятно пахнет. И это действительно такой аромат, который не каждый сможет носить, не каждому понравится этот аромат, я сразу скажу. Оба аромата не для всех. Это, наверное, для них первый минус. То есть в офис, куда-то в такие многолюдные тусовки, где большое скопление народу, на вас могут коситься из-за того, что они такие грубые, сильно суперкожаные и могут подзадушить людей, если вы переборщите. Поэтому вот этот минус. Но зато плюс и следующий плюс, вы будете выделяться из толпы с этим ароматом, так как их мало кто носит. И хотел бы сказать, что Gucci Absolute, он как бы для мужчин, да, Dark Lord, он унисекс, но у меня есть знакомая девушка, и она любит этот аромат, его носит, обожает. Как бы, эти гендерные стереотипы для ароматов, это уже осталось в прошлом. Вот by Kilian Dark Lord, он уже раскрывается больше такой очень дорогой кожей, пахнет вот очень таким дорогим салоном машины, немного сладковатая кожа, на которой вот такой вот для меня такой новый кожаный диван, такой дорогой, в дорогом каком-то таком закрытом клубе ночном, где разливаются алкогольные напитки,
Так как Kilian это алкогольный бренд, здесь алкашка немного чувствуется. И это прям вот действительно дорого-богато. И ликерно. Это вот мрачное великолепие. Этот аромат вот мрачное великолепие джентльмена в ночи. Вот так я бы его описал. Хотел бы еще сказать то, что это оба аромата вот настоящие, такие брутальные, мужские очень. Вот, идеально подойдут для байкеров. Вот которые в кожаных вот этих своих куртках, в кожаных сапогах. Вот идеальные ароматы для байкера. Дальше, следующий плюс у Gucci Gucci Absolute. У него адекватная цена раньше была. Это, можно сказать, нишевое звучание в люксовом сегменте. И это очень доступно. То есть, если вы любите Dark Lord, у них разница в цене, можно сказать, практически в 4-5 раз раньше была. Сейчас это Gucci Absolute уже сняли с производства, этот аромат. Его сложно вообще достать в магазине, купить. Обычно сейчас продают с рук, и с рук уже цена у него подросла так прилично. То есть, если вы где-то встретите остатки в магазине, и он вам понравится, непременно покупайте, и даже вам, если он не понравится, вы его через год-два, там, даже больше, можете продать в 2 раза, даже в 3 раза. То есть он сейчас поднимается в цене, это такая небольшая инвестиция в аромате, если вы хотите потом в дальнейшем его продать. Это вот плюс. Минус у Dark Lord – это очень дорогая цена. Он стоит таких космических цен, дорого, и вот только для фанатов этого бренда и для фанатов этого аромата можно его купить. А так это супер дорого. И для этого это минус большой. Следующий плюс – это стойкость. Они оба стойкие, супер стойкие. Утром нанесли, вы вечером с ними будете с этими ароматами засыпать. Они супер стойкие. Даже душ бывает переживут. То есть очень, очень стойкие, въедливые в кожу аромат. Следующий плюс – дорогое, необычное звучание кожи. Ну, как вы поняли, что кожаные ароматы, они все-таки звучат очень дорого. И вы с этим ароматом, можно сказать, будете подчеркивать свой статус в обществе и будете подчеркивать то, что у вас такой вкус, вы любите такие роскошные, кожаные, дорогие ароматы. Следующий минус Gucci Absolute Pour Home – это его уже сложно где купить, где достать. Dark Lord еще продается. Во многих магазинах он еще представлен, он не снят с производства. Этого батла я постараюсь быть максимально честным и непредвзятым к брендам. То есть, какой бы я, если бы у меня вообще не было бы аромата на данный момент, какой бы я бы аромат купил из них? И вообще, у кого какие больше минусы? В этом батле для меня победила дружба. Здесь минусы и плюсы примерно равноценны. То есть, они ничем почти не отличаются, только если по бюджету. Если вы любите экономить деньги, я предлагаю Gucci Absolute. Он ничем не хуже по звучанию, также очень классно звучит, роскошно, даже в какой-то степени более свежо. Если вы любите более свежий аромат, с нотной кожей, он немного свежий. Но свежесть это такая, не супер свежесть. А Dark Lord он больше сладковатый, более такой темный, именно вот такой тягучий, больше вот такой дорогая кожа, конный клуб, черный конь, черный всадник и потертое лошадиное седло. Это вот про Dark Lord. Победила дружба, выбирайте вам, какой вам больше нравится. Это классные для меня оба ароматы. Они не имеют практически таких каких-то сильных минусов. Сильный минус только в цене у этого аромата, да. Как мы знаем, у Kilian
Все ароматы довольно-таки дорогие. Под этим видео в описании будут ссылки. Я раньше обозревал эти более подробные ароматы, как и Gucci Gucci Absolute, также и Dark Lord я обозревал. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео, если было интересно. С вами был Слава. Всем goodbye.